Bluetooth-колонка с отличным дизайном, качественными и надежными материалами. Также она имеет обширный функционал за свою стоимость, приятное звучание, компактные размеры, защиту от влаги класса IPX6 и от пыли 5 класса, что позволяет брать ее в походы, не боясь намочить ее. Помимо перечисленного, выделю еще автономность и возможность запихивать microSD для воспроизведения музыки. Да-да-да, вы это ждали. Все это можно прочесть в рекламе колонки под названием Mifa F10. Напоминаю, что на колонке Mifa у меня, наверное, обзоров 7 было. Они так же, как и анкеровские. Просто супер. И да, какие-то из Тронсморта тоже ничего, поэтому смотрим на канале, кого заинтересует. Но как же на самом деле дела обстоят с этой колонкой, я сейчас вам обязательно расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И хотя моя публика, конкретно вы, не очень жалуете колонки, мне они нравятся. Особенно они мне нравятся в исполнении всяких а-ля ноунеймов. Анкер, Мифа. Вот, допустим, одна из этих колонок сегодня у меня будет на обзоре. Возможно, вам она будет как-то импонировать. Кто-то решит поставить что-то подобное на кухне. Или, не знаю, просто порадовать своего ребенка тем, чтобы он донимал бедных жителей вашего двора. Почему? Потому что колонка маленькая, аккуратная и очень похожа на то, что делает JBL. Только, разумеется, дешевле. А вот насколько хуже или лучше это дело все звучит, насколько она живучая, мы узнаем с вами в течение этого обзора. Обзор будет, как всегда, быстрый и короткий. Сегодня документация. Не сильная сторона данного гаджета. Она у меня порвалась сразу. Французский есть. Если есть французский, то вполне возможно русский язык тоже будет. И английский есть. Немецкий, итальянский, испанский и, разумеется, китайский. В общем, наш родной английский нам поможет. Bluetooth версии 4.0. Где я ее купил, интересно? Я хочу посмотреть прям. Неужели спекам соответствует? Но я, как всегда, купил что-то на распродаже и теперь буду интересоваться тем, насколько это все будет классно отыгрывать. Ладно, microSD-карту можно запихивать, вот это плюс в карму. И обещают мощность 3 Вт, то есть максимально лютый эконом. USB версии 2.0 с возможностью подключения к 3.1. microSD. Боже мой, где я нашел это? Ну ладно, не Type-C, а microUSB. MicroUSB со стандартным желтым кабелем. Колонка сама красная. Какой я вывод делаю сразу? Железо мне внутреннее не нравится, внешка мне нравится. Скорее всего, вы услышите и узнаете, как я к ней отношусь через призму JBL-евских колонок, потому что это и правда дешево, и у этого дела и правда есть один огромный плюс. Это наличие SD-карты. И по большому счету тогда Bluetooth не имеет значения. Почему? Потому что она даже флаг читает. Если так оно и есть, плюсом в карму. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии. Пока 6 будет потом 7. Каждый год меняю серию. Единственное, не меняется розыгрыш. За лайк, подписку и комментарий к любому видео 30 числа на стриме разыгрываю все это дело. Помимо этого разыгрываю наушники One More Evo и соневские наушники. В описании к видео условия. Ну и, разумеется, не забываем смотреть топы. Недавно вышел топ-10 телефонов. Там самое интересное, это что сейчас курс на Али через Киви 60,5 рублей за доллар. И да, через Киви реально покупать, и в итоге получается, что вы OnePlus 10 Pro можете за 37-36 купить. Кто не понял, о чем я, хорошо, Mi 12 за 34. Ссылки на все это можете увидеть в телеграм-канале скидок по ссылке в описании к видео, либо в телеграм-канале взаимопомощи. К слову, там есть и инструкция, каким образом через Киви покупать. И не верьте, пожалуйста, всем этим людям, которые пишут статьи. Если они не умеют покупать, это не значит, что другие не умеют. Все работает. Как только перестанет работать, я подписчикам обязательно сообщу. Полетели. Производитель представил 6 вариантов расцветки, за что отдельное спасибо. Это черная, зеленая, красная, голубая и бежевая. Выглядит Mifa F10 как устройство, которое не страшно взять с собой в поход. Лично мне внешне она больше импонирует, чем, к примеру, колонка JBL Clip 3 или Clip 4. К слову, обзор на нее вы можете посмотреть по ссылке, перейдя в правом верхнем углу экрана. Mifa F10
быть выполнена в круглой форме из прочного пластика, и с фронтальной части находится у нее металлическая сетка. Тактильно материалы приятные и не маркие, потертости и царапины за время моего использования не появлялись, что радует. Габариты колонки 86 на 37 мм, а вес 165 граммов. На корпусе расположили название производителя, 4 крепежных винта, место для крепления алюминиевого карабина, что позволяет зацепить колонку, к примеру, за портфель. LED-индикатор и микрофон, и при разговоре через колонку собеседник слышал меня хорошо, к слову, но не сказала бы, что супер отчетливо. Также есть отлично антискользящая поверхность, вибрацию, правда, она практически не глушит, к сожалению. За прорезиненные заглушки спрятали кнопку общего сброса Reset. Разъем microUSB, что, конечно, уже не радует и в прямом смысле атовизм, но с другой стороны здесь есть разъем под microSD, и в моем случае флеш-карту на 128 гигабайт колонка распознала, как и большинство форматов файлов. Последнее, что мы имеем, это 3 физические кнопки из команд на борту play, пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ, сброс вызова, переключение между режимом Bluetooth и режимом работы с microSD. На нажатие колонка откликается хорошо. Ложных срабатываний у меня не было, в целом внешне и по сборке колонка выглядит внушительно. Летим дальше. Оснащена Mifa F10 одним динамическим излучателем, 4 Ома мощностью 3 Ватта. Звучание, разумеется, моно, чип DPS 3D и класс G. Частотный диапазон от 80 Гц до 18 кГц, очень странный такой, без запаса. Заряд аккумулятора в шторке смартфона отображается, мультипоинта, разумеется, не завезли. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Емкость аккумулятора по заявлению производителя 1200 мАч. Но если разобрать колонку, можно увидеть емкость аккумулятора в 900 мАч. Вот такой вот лайфхак. Если прослушивать музыку на максимальной громкости, то Mifa F10 проживет не более 5,5 часов. В случае, если выкрутить громкость до 65%, ее хватит на 8 часов воспроизведения музыки. Как по мне, результат для таких габаритов неплохой. Водонепроницаемость класса IPX6 и защита от пыли 5 класса. Колонка не боится дождя, но мне интересно, что с ней станет, если окунуть ее в воду. Конечно же, протестировав ее на водонепроницаемость, я получил результат, что колонка не умерла и показала себя хорошо. По итогу она жива, и, к слову, под заглушку вода не попала. Приложение для обновления прошивки и так далее производитель, разумеется, не предоставил, не того ценового диапазона этот гаджет. Звучание. До запаса громкости достаточно, опять же опираясь на размеры. В метре от колонки она играет максимум на 84 дБ. Звук довольно чистый, но если прослушивать музыку выше, чем на 85% громкости, выше уже ощущается легкая каша. Бас глубокий и плотный, середина с неплохой проработкой. Верха не завалены, с музыкальными инструментами, как и с вокалом, она справляется хорошо. На свою стоимость, скажем так, ни больше, ни меньше. Звучание однозначно качает. Для похода эта колонка хороший выбор, но точно не на огромную компанию. 2-3 человека максимум. В домашней обстановке ее также можно использовать, но если ничего нет под рукой более серьезного по звучанию. Минусы. Разъем microUSB, нет приложения, не совсем надежный карабин и старенькая версия Bluetooth. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале. Колонки там постю редко, потому что это больше такая специфическая вещь на лето. Но сейчас лето. Колонка не супер новая, с одной стороны, с другой стороны выглядит она классно, и чего больше хотите, я не знаю. Учитывая стоимость в рублевом эквиваленте, но это в прямом смысле дешево. Выгодно, не знаю, какие синонимы подобрать, поэтому такой а-ля летний вариант колонки на все случаи жизни. Резюмирую, Mifa F10 удивила меня своим звучанием, я ожидал от нее значительно меньшего. Круто, что поддерживает SD-карты, однозначно плюс за дизайн, за материалы, за звучание, хоть и громкости она выдает слегка меньше, чем ее конкуренты. Только чуть-чуть и слегка, зато играет чище. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Пишите в комментариях, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.